Всем здорова, ребят, не буду отвлекать вас очень много времени. Короче, до 700 тысяч подписчиков осталось 20 тысяч, поэтому подписывайтесь, и мы выложим ролик про подушки безопасности в машине. Вот вам пару кадров для интриги. 2, мать его, 3! Отключил? Вы еще сомневаетесь, подписываться или нет? Я бы не сомневался. Подписывайтесь. Ну а мы отправляемся в сегодняшний видеоролик. Я думаю, каждый из вас видел такой тренд, когда кто-то при помощи канцелярских резинок сдавливает различные предметы. Чаще всего это, конечно, бывает арбуз. В это трудно поверить, но мы решили сделать то же самое. Но сделать это по-новому. У нас будут не такие маленькие резиночки, а вот такие вот. Громадные резинки, которые растягиваются очень прилично. Вы видите, да? Сравните с теми резинками, которые вы привыкли видеть. Согласитесь, это в несколько сотен раз больше. Соответственно, при помощи них получится сдавить предметы, которые будут гораздо более масштабными. И у нас этих резинок 200 штук. Я боюсь представить, что можно при помощи них сдавить, учитывая то, что их сила от 5 до 22 килограмм. Это много. Это гораздо больше, чем у канцелярской резинки. Я сейчас голову опущу, и тебе же прилетит. 3, 2, 1. А тормозов-то и нет, да. У меня такое отличное настроение, потому что у меня к вам отличная новость. Короче, мы возобновили деятельность канала Mamics Life. Это тот канал, на котором мы публиковали видеоролики каждый день, даже иногда 3 раза в день. Но мы решили переименовать этот канал, теперь он называется просто It's Everyday. И для того, чтобы в конце концов мы не перешли на канал Mamics Life, мы решили пока обойтись количеством роликов, 1 видеоролик в день. И самое главное, чтобы у меня было больше времени работать над основным каналом It's Mamics, чтобы ролики от этого не становились хуже, но при этом, чтобы мы могли реализовывать все-таки наш вот этот огромный список идей, мы решили, что эти видеоролики будут реализовывать наша команда. То есть, там, допустим, Леха, Артем, Юлдаш, Руслан. Уже было отснято несколько видеороликов, и вот первый из них, который вышел сегодня. В очередном эксперименте мы проверим, как будут реагировать две жидкости. У нас теперь будет черный потолок, как в том ангаре. Давайте затушим. Как вы видели, там был азот, бензин, короче, все, что нужно для крутого эксперимента. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании и смотрите наши видеоролики на канале Mamics и It's Everyday. Там будут выходить эксперименты каждый день. Все как вы любите. Сегодня, завтра, послезавтра, послезавтра и после, вот все завтра, которые существуют. Вот такие дела. Ссылочка в описании. Чё прилег? Что там, сколько? Самое время. И при помощи 200 мега вообще невероятных резинок мы попытаемся согнуть настоящую машину. Mazda 6 98-го года, между прочим. У этой тачки достаточно хлипкий металл, поэтому шансы есть. Машина хорошая, не делает плохих поступок, не гнилая. Учитывая все математические расчеты, которых мы не делали, но интуиция нам подсказывает о том, что шансы есть. Поэтому я предлагаю прямо сейчас начинать проводить эксперимент. Возможно, из этого что-то получится. Кто знает, мотать нельзя, оставьте интригу. Кто будет мотать видеоролик, тот того забаним. Итак, чтобы не натягивать резинки руками, у нас есть вот такие электрические лебедки, которые будут растягивать, поднимать эти резинки. Мы будем закатывать сюда эту машину, а потом снимать с этих лебедок резинки, и они будут раздавливать нашу машину. Все очень просто. А снизу как они крепятся? Снизу они будут крепиться на вот такие вот крепления. Они будут прибурены к полу. С другой стороны машины будет точно такое же крепление для резинки и точно такой же электрическая лебедка. То чувство, когда к нам в ангар завезли новые технологии. Я
Не надо, не надо. Я управляю Лехой. Ради, казалось бы, таких тупых, безумных, странных, бесполезных вещей мы придумываем какие-то конструкции, которые могут позволить нам это сделать. Применяем какие-то высокотехнологичные устройства, казалось бы, ради чего? Чтобы натягивать резинки. Изи! Первая резинка готова. Особо изменений никаких я не вижу. Короче, мы резинки будем натягивать не куда-то, а вот именно в это место. Потому что здесь находятся ребра жесткости. А здесь мы будем пытаться двигаться ближе к лобовому стеклу, чтобы здесь, между вот этих ребер жесткости, чтобы можно было это все продавить, потом выбить лобовое стекло и вообще уничтожить эту машину. Раз, два, три. Знаете, на ютубе хоть и масса этих видеороликов, где кто-то что-то там стягивает резинками, но наш эксперимент самый технологичный. Никто это никогда не делал при помощи таких механических конструкций. Уже жестко и жестко становится. Как говорил Макс, на ютубе, конечно, много экспериментов с резинками, но никто не снимал их в 2 часа ночи. Каждый раз задумываюсь о том, чем занимаются другие люди в это же время. Не знаю, как у Юлдаши получается просто раз за разом натягивать эти резинки. Это реально тяжело. Я уже пытался несколько раз, и у меня просто не получалось дотянуть. Мне даже помогали. 6 штук всего, а силы уже закончились. Мы натянули 20 резинок. Мы можем уже подвести первый итог. Что мы видим? Мы видим, что вот эту вот арочку немножко согнуло. Вот смотрите, это по сути вот это основная часть автомобиля, которая держит всю конструкцию. Получается так, что есть одна точка опоры, есть вторая точка опоры, и вот одна из точек опоры уже дает сбой. Вот можете увидеть, смотрите, волна пошла. Еще также видно, что дверь вмялась туда, а эта дверь уже не открывается. Опа! Причем это нет. и с этой стороны проблематично уже сделать, и с той стороны тоже. Ну-ка, прям до конца не открывается? Нет. Вот. Первые результаты! Всего лишь от 20 резинок. Мы уже настолько вмяли дверь, что она просто, вторая дверь не открывается. Из-за вот этого вот перепада. Ну, как говорится, впереди еще 180. Мы добавляем еще 2 лебедки такие мощные, чтобы процесс пошла быстрее, чтобы быстрее наша машина сжималась. Фигура, чтобы было 90-60-90. Ну что, ребят, у нас наконец-то дома... Ой, ангар, дом. Тем временем 9 утра. Мы уже поспали. Новый день. А что значит новый день? Новый день — это новая конструкция, которая позволит нам натягивать резинки гораздо более навороченно. Быстро, я бы сказал, самое главное быстро. Вот такой вот серьезный подход к таким слишком несерьезным вещам. Новый день, новые проблемы. Рубрика «Дополнительный эксперимент». А сегодня в нашем дополнительном эксперименте мы узнаем, сколько вот таких вот канцелярских резинок удержит гирю в 16 килограмм. Например, вот одна
Получается, больше одной уже надо. У меня много есть. О, быстро У нас проверили. есть вот такая вот конструкция, на которой мы будем цеплять наши резиночки и подвешивать на ней вирус. Сколько возьмем? Давайте 10 сразу возьмем. Или 5. 5? Давайте 5. 5. Так. Блин, я так держу, как будто сейчас выдержит, честно говоря. Так, на счет 3. Раз, два, 2, 3. Получается 5 резинок не держат ничего. Ну, есть 10 резинок. Или попробуем. Пробуем 10. 7. Давай 10. Это становится сложнее, да? Да, это становится сложнее. Давай. Все, готово. Итак, Раз, два, 3. Какой быстрый дополнительный эксперимент! Теперь нужно Получилось! убирать. Теперь нужно убирать по одной. Отрезать. Давай. Отрезал. Давайте еще. 9 резинок держат эту гирю. Стой, я буду грызть их. 8. 8. 8 штук. Мы тогда одной дойдем. 8 резинок тоже держат гирю в 16 килограмм. Это всего лишь... 8. 7 уже не держит, я хочу 8 сказать. штук Да. держат. 8 маленьких канцелярских резинок могут выдержать гирю в 16 килограмм. Если под этим видеороликом вы наберете 200 тысяч лайков, то рубрика «Дополнительный эксперимент» выйдет и в следующем видеоролике. Ну а сейчас через 7 секунд начнется основной эксперимент. И за это время у вас будет возможность поставить лайк. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто не успел, тот не успел. А теперь мы переходим к основному эксперименту. Короче, получилось так, что наша хитроумная конструкция немножко плоховато работает. От натяжения резинок, вот представляете, какое натяжение, что аж металлическую пластину погнуло. В общем, мы решили не отказываться все-таки от этой конструкции, просто ее маленечко усилить. Посмотрим, как получится. Возможно, мы просто вернемся к старому способу, который был более надежный, но надеюсь, что у нас все-таки пойдет все быстро. Вроде бы что-то получается, но пока не совсем понятно. Мы сейчас увидели такую вещь. Вообще жесть. Я не думал, что так жестко, но короче... Если смотреть отсюда, то прям видно, как идет изгиб вот такой. Короче, я сейчас более наглядно покажу, смотрите. Вот получается, вот настолько машину прогнула, вот смотрите. Что вы понимаете, так не должно быть. Мы уже как только можем модернизируем нашу конструкцию. Уже что только с ней не делали. Уже и обматывали изолентой, сейчас обматываем скотчем. Потом еще что-нибудь придумаем. Все это делается для того, чтобы Резинки не били нас по лицу. Да, они меня очень сильно ударили на самом деле. Видно, что она не просто вот промялась, как вот до этого мы показывали вам, что мы просто вставали на нее и она мялась. Видно, что она прям скукожилась именно. Скорее всего, уже все арки сходятся вот в одну точку, в середину. И я думаю, конец близок. Все как обычно, как всегда, натягиваем резинки, и тут прям бах! Стекло разлетается в щепки. Первые жертвы, я хочу сказать. Вот это была самая такая некрепкая часть, получается, у машины. Начало конца, я бы сказал. Это 95-я. Вот хотелось бы увидеть, чтобы уже гнулся металл на самом деле. Ее начинает сминать вот эту сторону и ту сторону, они начинают сминаться вот так. И тем самым вскоре они выдавят вот это лобовое стекло. Оно, скорее всего, просто вылетит. Трещина! Начали появляться трещины на лобовом стекле. И это причем происходит прям, знаете, вот как в прямом включении, то есть в прямом эфире. Просто берется, сгинается вот так и лопается. Я ж
Чтобы вы понимали, вот крыша чуть-чуть, немного совсем сдалась, и резинки начали делать свое дело. Они начали прям сдавливать так, как будто они ее сильно любят, вот так. Ей сейчас абсолютно все равно вот на вот эти боковые распорки, она уже все их складывает. Пока я отходил в туалет, произошло вот это. Ладно, можно было не говорить, что я отходил в туалет, можно... Я куда-то отходил. Ладно, уже все в курсе. Короче, это жесть. У нас получилось давить машину при помощи, черт возьми, резинок. Результат достаточно впечатляющий. Но все-таки это всего лишь 107 резинок. Казалось бы, на этом уже можно остановиться. Результат весьма эффектный. У нас есть еще резинки, куда их девать, да? Ну да, тут надо же их куда-то деть, правильно. Но для начала, наверное, нам нужно лобовое стекло брать, чтобы об него резинки не лопались. Поэтому, Диман... Так как все это время мы резинки натягивали в это место, так как машина была полноценной формы, соответственно, резинки оказывали гораздо большее давление на машину, так как они были сильнее растянуты. Возможно, в это место уже нет никакого смысла давить, поэтому я предлагаю, чтобы мы сейчас с ребятами попробовали все-таки сломать ребра жесткости. Это самая сильная часть у машины. Я предлагаю не натягивать резинки больше в это место, предлагаю натягивать их вот сюда. Если мы будем натягивать сюда резинки, по сути, будет одинаковое давление оказываться с этой стороны и с этой. Из-за этого, возможно, ребра жесткости вомнутся. И также мы выбьем это лобовое стекло и, возможно, еще 2 окна. Ну что, ребят, эксперимент начинает подходить к концу. Осталось всего лишь 3 резинки. Я сомневаюсь, что результат как-то сильно поменяется. По-моему, даже этот результат это достаточно существенно. Чтобы вы понимали, ребят, у нас было 200 резинок, но сейчас в общей сложности по подсчетам их 148. Большинство из них просто лопаются от такого напряжения, то что мы их очень сильно растягиваем. Сейчас мы будем потихонечку легкие удары наносить по машине. Возможно, что-то поменяется. В прошлый раз оно лопнуло само от резины. Резинки нанесли гораздо больше увечий, чем сделали это мы. Ну что, на этом все, наверное? Наверное. Или, может быть, еще раз бахнем? Теперь можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Я уверен, что ролик закончится, если еще 1,5 часа будет так стоять.